Всем привет! Это лиса Василиса. Мы называем ее Ася, Асюша, Асюня, иногда кошка, мышка, потому что она ласковая и копает норы, как мышь. Мы сегодня поговорим о содержании лисицы, собственно, о содержании лисы в квартире. Я начну издалека, как всегда, расскажу вам историю, как все начиналось. Если вы посмотрите YouTube десятилетней давности, то найдете видео с лисами Рон-Рон и Локи. Они жили в Америке, и в Америке в некоторых штатах законодательно разрешено содержать лису в качестве домашнего питомца. Там существуют питомники, там существуют заводчики, там лисички более ручные, домашние. Хотя повторить эксперимент академика Дмитрия Беляева никому пока еще не удалось. Эти лисы не генетически домашние. Возможно, из-за меньшего количества. То есть там же 2, допустим, 3 пары, которые размножаются лисиц. Наши люди посмотрели, как живут эти лисички, и сказали: а я тоже хочу лису в доме. Дело в том, что официально единственным питомником на территории Российской Федерации является Новосибирский институт цитологии и генетики, там, где Дмитрий Беляев проводил свои эксперименты по домашней лисице. В те же годы случился кризис, то есть лисичек было нечем кормить, и люди выкупили, точнее не выкупили, а официально купили лису. И знаете, самый взрослый лисе, которая живет в России, из тех, кого я знаю, сейчас 9 лет. И живет она в квартире. Нет, я не хочу сказать, что в квартире лисе хорошо, что ей там удобно, что заводите прям срочно лису в квартирах. Нет, я считаю, надо поберечь здоровье соседей, потому что все слышали, как разговаривает Василиса. Это, конечно, нечто. Ее слышно даже вот на всю нашу деревню. Малыш, давай щеточкой расчешу тебя. Но, тем не менее, это возможно. Другое дело, что вам придется подстраиваться под лису, научить ее жить в доме. Если вы посмотрите видео с Локи, вы увидите, что у него на стенах набиты полочки, чтобы лиса могла бегать. У него есть там были укромные места, в которых живет лисичка. То есть все такое. Также с лисичкой надо будет гулять. И это не час, не 2. Обычно из них 1,5 часа вы будете стоять копать вместе с лисой. То есть вы стоите рядом на поводочке, она копает, ну и вы наслаждаетесь тем, как лисичка копает. Вот здесь почесать, да, моя хорошая. Кстати, Локи и Наэля очень часто упрекали в том, что у них нету the outdoor enclosure, то есть уличного вольера, и что Наэль не гуляет с Локи, из-за чего... и еще там была история с пиццей, подозревали, что Локи подкармливают пиццей, а лисе нельзя хлебобулочные изделия, потому что колобок, ребята, это только сказка, лисе нельзя хлебушек. В результате лиса стала толстая, и позже ей поставили диагноз диабет, кололи инсулин, Локи отказала печень, он умер. Из-за чего я знаю эту историю? Потому что с Наэлем нас объединяет общая трагедия. Рики умер от сердечного приступа, правда, получается, через 9 дней после Локи. Я связывалась с Наэлем, выражала свое соболезнование, потому что на самом деле потерять такое существо — это очень трудно. Но вернемся к содержанию лисы и тем людям, которые считают, что у нас плохие условия содержания. Понимаете, когда вы пишете, что лиса дикое и вольное животное, мне смешно. Лиса Алиса — это типичный пример клеточной лисицы.
Эти лисы появились в Норвегии в конце XIX века. Их стали содержать в клетках. За 200 лет существования в неволе они стали крупными, они стали пушистыми. Это не сравнить с огневкой, потому что породе огневка всего 50 лет. Тогда в СССР было популярно клеточное звероводство, потому что меха продавали за доллары. Это были меходоллары. И вот эту породу придумали, начали создавать в 60-х годах. Отловили камчатских таких ярких огненных лисиц и пытались скрещивать их с клеточными финскими и норвежскими образцами клеточных лисиц. Эти лисы не знают, что такое воля. Василиса знает, что такое воля. Она жила там 16 дней. Она пришла домой из леса, вернулась сама. Остальные лисы приезжают со зверофермы, они не знают, что такое лес, что такое природа. Они не знают этого всего, понимаете? Что там, больно было, Катюня? Вот. Когда приехал Альф, и с ним было еще несколько братьев, эти малыши, я уже рассказывала эту историю, нашли транспортировочную клетку в кладовке и улеглись не спать. Я долгое время не могла объяснить: Альфик, не надо спать в клетке, а он считал это домом. Соответственно, когда вы приносите лису, вы, как родитель, должны показать ей дом, либо вольер, либо как гулять на участке. Всему лиса учится. Это вообще основное свойство лисы — учиться. Понимаете, лисенок рождается маленький, малюська, в 5 месяцев. Это уже взрослый лисенок. Он уже уходит из дома от папы с мамой. Лисы не живут вместе, у них нет социальных связей, они покидают свой дом. Соответственно, за 5 месяцев, даже не за 5, за 4 в месяц они только открывают глаза. За 4 месяца лиса должна научиться всему, должна научиться охотиться. А делают они это все, копируя маму и папу. Соответственно, вот у этих лисиц мама и папа вы. Есть другие случаи, то есть, может быть, они начинают копировать домашних животных, которые у вас есть, собак, кошек. Но в любом случае лиса учится жизни именно с теми, с кем она рядом живет. Не знаю, в кого Асюня такая ласковая, но в то же время такая стерва. Вот, не знаю, Ася, в кого ты такая малышка? Вот такая вот история. Опять же повторюсь, что не надо думать, что лису так просто содержать. Они занимают очень много времени. Научить маленького лисенка жить в доме, тоже это очень много нужно времени, терпения и сил. Давай, тебе еще щеточкой поглажу. Но потом получаются вот такие вот лисички, зубастые, укусить могут. Что? Вот, посмотрите, что это? Это разве воспитанная лиса? Нет? Ася. Ну, что ты, моя хорошая? И минута, наверное, милоты от Асюши. Ну, разве у нее грустные несчастные глаза? Живет лисичка, спит в свое удовольствие, ее кормят, она гуляет. Для лисы вообще не нужен огромный участок, потому что если вы хотите воссоздать природные условия, вы не сможете этого сделать в любом случае. Лиса, я читала, за день пробегает 20 километров. Какой бы у вас участок ни был, даже гектар участка, это мало. Так что не надо придумывать, да, Сюнечка? Счастье лисы определяется ее поведением. Если она добрая и ласковая, значит, ей хорошо. А если она кусается, значит, что-то не так, и надо задуматься.